Всем привет! С вами Купидитас. В этом видео мы хотели бы познакомить вас с тем местом, где мы зимуем. Зимуем мы в городе Котор, Черногория. Давайте начнем знакомство с Марины. Марина расположилась в самой дальней точке бока Которского залива и со всех сторон защищена высокими горами Вырмац и Ловчин, что выгодно для яхтсменов, так как здесь не бывает больших волн, какой бы ветер ни дул. Марина является частью важнейшего порта в Которском заливе. В этот порт в сезон приходит огромное количество круизных лайнеров, одновременно их число доходит до 4. В зимний период же здесь ходит один лайнер и небольшой круизный пароходик из Сплита. Сама по себе Марина очень маленькая, можно сказать домашняя, но в то же время ее ежегодно посещает до 1500 яхт, что составляет около 7000 яхтсменов. Активное движение начинается с середины апреля и продолжается до глубокого октября. Как вы видите, Марина состоит из одного пирса и нескольких мест, расположенных вдоль береговой линии. Здесь есть вода, электричество и душ с туалетом. Ничто из этого не лимитируется, что для нас является существенным плюсом. Мы можем не экономить электричество и спокойно отапливать лодку тепловентилятором, без расхода каких-либо ресурсов со своей стороны. То же самое касается и воды. Узнать цену на свою яхту на тот или иной период, когда вы хотели бы постоять в этой марине, вы можете, перейдя по ссылке в описании. Также там можно найти контакты Марины и забронировать себе место. Летом это очень актуально. Ну а если вы не забронировали место и к вашему приходу не осталось свободных мест, это не повод расстраиваться, так как прямо напротив Марины хорошее место, чтобы встать на якорь. Здесь глубины 8-10 метров. Нужно обратить внимание, что илистое дно, поэтому если планируется смена направления ветра, в этот момент лучше быть на лодке, чтобы проконтролировать, как будет вести себя якорь. За счет высоких гор вдоль побережья и небольшого перевала между ними с южной стороны, ветра дуют в основном строго с двух направлений, либо север, либо юг. Также из-за гор во время подхода и отхода в эту бухту надо соблюдать бдительность постоянно, так как с гор частенько спускается холодный ветер, развивая скорости до 50 и иногда 70 узлов. Хоть это и кратковременное явление на 5-10 минут и в основном встречается осенью и весной, летом также не исключено. Поэтому будьте аккуратны, когда ходите в боке Которска. Более того, из-за гор вы не сможете сделать визуальный прогноз более чем на 10-20 минут. Также Котор является портом входа, то есть здесь можно оформить вход в Черногорию, если вы идете из другой страны, несмотря на то, что он находится в самой дальней точке боки Которской. Для этого нужно пришвартоваться у пирса в виде стрелы, это таможенный пирс, и проследовать в Порт Авторити. Ну и дальнейшие шаги вам подскажут, или же вы можете посмотреть это в отдельном видео оформления входа в Черногорию на яхте. А вот и Котор. Самая его яркая и знаменитая часть – это крепостная стена. Она беспрерывно строилась и перестраивалась с 9 по 19 век. Общая протяженность стен 4,5 километра, и она поднимается на высоту 260 метров. Местные даже втирают туристам, что это вторая стена после Великой Китайской. Фактически, это обязательное место для посещения любого туриста. На нее есть 3 входа. В зимний период они бесплатны, в летний на 2 входах взимается плата, на одном нет. Итак, Котор – это древний город с богатейшей историей. Первое упоминание города в 168 году до нашей эры. Его история разделяется на 8 основных моментов. Римский и византийский период,
сербский период, период независимости, венецианский период, наполеоновские войны, австрийский период, Первая война и период между мировыми войнами, Вторая мировая война и послевоенный период. Сейчас Котор является административным, культурным, религиозным, образовательным и экономическим центром Боки Которской. Население Котора порядка 13 тысяч человек. В Которе находится крупнейшая больница на побережье Черногории. Есть удобный автовокзал, откуда можно уехать в различные направления, в том числе и в другие страны. До аэропорта Тивата на такси порядка 5-7 минут. Стоимость примерно 8 евро. Есть все основные магазины, что удобно для проживания. В зимний период очень спокойно и приятно походить по практически пустому городу. Летом же город переполнен туристами. Бывают дни, когда город одновременно посещает до 12 тысяч туристов. К Котору примыкает город Доброта. В этой части как раз и живет основная часть населения Котора – около 9 тысяч человек. Если Котор – это исторический центр, то Доброта, можно сказать, спальная его часть. Здесь расположено много апартаментов и отелей. Оформлены спуски к воде. Есть широкая набережная, где находятся развлекательные центры, бары, рестораны и кафе. Котор – это не только жемчужина залива, привлекающая туристов, но также один из образовательных центров страны. В городе находится несколько высших образовательных и научных учреждений, входящих в состав Университета Черногории, такие как Институт биологии моря, Морской факультет и факультет туризма и гостиничного бизнеса. Еще хотелось бы добавить, что вдоль залива раскинулось много маленьких симпатичных городков. До них очень легко добраться. К тому же власти Черногории запустили бюджетный, но качественный автобус, который идет вдоль побережья, на котором можно комфортно доехать как до Пираста, так и до Тивата, огибая Боку и созерцать старинные домики, морскую гладь и мощные горы. Автобусы дальнего следования, в свою очередь, активно используют широкую сеть тоннелей, которая помогает серьезно сократить время маршрута. Вот в таком замечательном месте мы и проводим зиму. Спасибо большое всем за просмотр. Не забывайте подписаться на канал, добавиться в группе в Фейсбуке, ВКонтакте, для того, чтобы следить, так сказать, за нашими передвижениями. Обязательно пишите свои комментарии, задавайте вопросы и будем путешествовать вместе.